Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артем. И сегодня у нас очередной ролик на тему поддельных оптических приборов. На этот раз мы заказали монокуляр от якобы Казанского оптико-механического завода с сайта AliExpress. Давайте посмотрим, что это за изделие и составим о нем свое мнение. Поехали! Друзья, если вы помните, на нашем канале совсем недавно уже был обзор на подобную подделку. Бинокль Комс 8х30 by Gish, также с сайта AliExpress. И в тот раз, как вы помните, прибор оказался не ахти какого качества. В сравнении его ставить с оригиналом было просто невозможно. Он проигрывал по всем пунктам. Ссылка на данный обзор в углу экрана. Кликайте, переходите. Я надеюсь, вам будет интересно данный ролик посмотреть. Ну, а наш монокуляр уже пришел. Посылку я совсем недавно забрал с почты. Будем распаковывать, смотреть, что же за монокуляр такой, насколько он соответствует оригиналу. Ну и обязательно в конце потестируем, сделаем выводы, ну и решим, стоит ли приобретать поддельные монокуляры Комс на сайте AliExpress или же довольствоваться лишь оригиналом. Поехали! А вот и наша посылка с AliExpress с якобы монокуляром от компании Комс. Давайте же вскроем данную посылку и посмотрим, что нас ждет внутри. Так, внутри основной упаковки пакет из полиэтилена, заполненный воздухом, для того, чтобы прибор оставался в безопасности при транспортировке. Это немаловажный плюс. Тут продавец о нас позаботился. Внутри еще один пакет. Друзья, и сразу, что можно отметить, монокуляр у нас не скомплектован коробкой. То есть после пакетов мы сразу же видим чехол из кожзама, а коробка, видимо, не предусмотрена в данном комплекте. Что касается чехла, то нужно сказать, что он выполнен добротно из кожзама. В общем-то, практически не отличается от оригинального. Внутри чехла мы находим первым делом салфетку из микрофибры для протирки линз. Однако нужно отметить, что оригинальные монокуляры Комс такими салфетками не комплектуются. Также в чехле мы находим сам прибор, инструкцию к нему. Она же является гарантийным талоном. И помимо этого больше в чехле ничего нет. Что касается инструкции, как и в случае с биноклем Комс с AliExpress, здесь у нас просто пустой бланк, никаких пометок, печатей ОТК, подписей, даты изготовления, даты продажи здесь ничего нет. Талон полностью не заполнен. Друзья, и еще один момент. Гарантийный талон и инструкцию у нас выписаны на бинокль призменный с центральной фокусировкой BPC by Gish. А как мы понимаем, у нас вовсе не бинокль, а монокуляр. Тут производитель не досмотрел. Что же касается самого прибора, он достаточно увесистый, вроде бы с виду все выглядит достаточно неплохо. Что касается маркировки, здесь опять же та же самая ошибка, BPC5 8х30M, то есть бинокль призменный с центральной фокусировкой. У нас, как мы знаем, монокуляр. Оригинальные монокуляры маркируются, конечно же, маркировкой МП. Внешние части корпуса выполнены вроде бы даже из металла. Давайте попробуем проверить. Сейчас открутим заглушку, которая держит объектив. И, друзья, опасения подтверждаются. Под заглушкой пластиковый корпус. Я подозреваю, что и основная часть также выполнена из пластика. Ну, плюсом производителю можно отметить хотя бы то, что он озаботился о внешнем виде и внешней защите, сделав внешней части все-таки из металла. Середина корпуса имеет покрытие из материала наподобие тонкого кожзама или тонкого текстурного пластика. У оригинальных монокуляров Комс данного покрытия как такового нет. У них корпус полностью выполнен из металла, и центральная часть также выполнена из металла, у которого просто сделана текстурная поверхность для лучшего сцепления с руками.
В целом же корпус во всем остальном выполнен достаточно добротно. Люфта окулярной части вообще никакого нет. Фокусировка крутится достаточно туго, плотно. Никаких клеев, смазок, ничего не торчит из-под двигающихся частей. В принципе, все достаточно неплохо. Друзья, что касается оптики. Как мы помним из предыдущего обзора, где у нас фигурировал бинокль Комс с сайта AliExpress, линзы у нас на том бинокле были выполнены вообще из пластика. Здесь же линзы все-таки стеклянные. На объективе никаких цветных бликов я особо не наблюдаю, честно говоря. Такое ощущение, что на объективе просветление либо очень слабое, либо оно вообще отсутствует. К объективу в этом плане большой вопрос. А что касается окуляра, вот на окуляре как раз таки видны, причем блики нескольких цветов, то есть здесь, скорее всего, многослойное просветляющее покрытие. Ну, о степени качества оптики мы сможем судить только в ходе теста, который мы сейчас обязательно проведем. В целом же нужно отметить, что впечатление скорее положительное. Друзья, ну сейчас, я думаю, можно приступить к тесту и посмотреть, как же данный монокуляр проявит себя уже в деле. Итак, перед нами изображение, полученное с помощью монокуляра Байгыш 8х30 с сайта AliExpress. Нужно отметить, что с данными об увеличении, как и диаметре объектива, производитель нас не обманул, и мы действительно видим область, находящуюся от нас на расстоянии порядка 120 метров так, как если бы были от нее всего в 15 метрах и смотрели невооруженным глазом, благодаря 8-кратному приближению. Поле зрения также достаточно широкое, хотя и по ощущениям несколько уже, чем у оригинала. В целом картинка оставляет достаточно положительное впечатление для своего бюджета. Неплохая цветопередача и высокая яркость, хотя при этом изображению, возможно, и недостает четкости и контраста. Для сравнения давайте взглянем на картинку, полученную оригинальным монокуляром Комс MP12×45. Как вы можете видеть, настоящий Байгыш отличается намного большей резкостью и насыщенностью цветов. К сожалению, чуда не случилось. Фейковый прибор значительно отстает от настоящего Комза. Ну а вот так выглядит область, за которой мы наблюдали с нашей точки зрения без увеличения. Что ж, друзья, подведем итоги. Конечно же, монокуляр MP8х30 с сайта AliExpress во многом уступает оригинальному изделию от бренда Комс. Начнем с того, что корпус у него выполнен из пластика, хотя и имеет некоторые металлические части, которые, скорее всего, выполнены для вида, но нас не проведешь. Оптика также вызывает ряд вопросов. Начнем с того, что материал оптики это все-таки стекло, а мы помним, что в нашем недавнем обзоре на поддельные бинокли, сделанные под Комс с сайта AliExpress, были линзы вообще выполнены из пластика, так что стекло, хоть и не очень качественное, это далеко не самый худший вариант. На линзах объектива отсутствует просветляющее покрытие, но на линзах окуляра оно все-таки присутствует. В целом же качество картинки не сказать, что ужасное, но вполне приемлемо за цену, которую просит за данный прибор продавец. Но, конечно же, оптика здесь во многом уступает оригинальной модели. Вы сами все видели, в ходе теста мы убедились, что данному монокуляру во многом не хватает резкости, яркости цветов, насыщенности картинки. Также не забываем, что приобретая данные приборы, у вас нет никакой гарантии на них. Да, в комплекте идет абсолютно пустой гарантийный талон, но он никак не заполнен. Отсутствуют печати ОТК, отсутствуют печати производителя, подписи изготовителя, дата производства и дата продажи. В оригинальных гарантийных талонах от Комза все эти графы заполнены, и с таким талоном производитель может принять ваш прибор на ремонт или в случае неисправности заменить его. Здесь же вы абсолютно никак не застрахованы. Ну и следующий немаловажный фактор – это отсутствие коробки, то есть ее вообще нет, даже какой-то поддельной самопальной коробки. Соответственно, если вы вдруг приобретаете такой прибор в качестве подарка, помимо того, что он не очень качественный, он еще и не будет никак упакован, это еще один его минус. Друзья, конечно же, многие возразят, что несмотря на все минусы, данные приборы стоят практически в 3,5-4 раза дешевле, чем оригинальные монокуляры Комс. Стоит ли не доплатить и получить кота в мешке, или же прибавить к вашему бюджету небольшую сумму и приобрести действительно надежный добротный прибор, который прослужит долго не только вам, но и вашим детям и вашим внукам, решать только вам.
Друзья, на этом все. Я надеюсь, вам было интересно. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях под видео. Также, если вы имели уже опыт общения и работы с поддельными приборами от бренда Комс или любых других брендов, опять же, оставляйте свои истории в комментариях, давайте делиться мнениями и информацией о подобных изделиях. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нашем канале. Впереди еще много интересного. Я с вами прощаюсь. Всем пока.